Всем привет, друзья! С вами снова канал Обзоры Брик. Сегодня мне пришла вот такая посылка. Она у нас небольшая, но очень интересная. Итак, давайте откроем посылку и узнаем. Итак, друзья, да, это тот самый набор. Как видите, он очень небольшой и производство Lego System. У меня никогда в детстве не было таких наборов, были только пиратская подделка. Вот есть даже его цена. Ну, правда, не в рублях, а в какой-то другой заграничной валюте. Ну что ж, вот такой набор, коробочка чуть помята, ну это и не удивительно, потому что набор очень старый, 6236 у него номер, и здесь у нас изображен туземец. Я думаю, кто примерно моего возраста, у того были хотя бы от Брик, ну то есть китайской подделки, вот примерно такие же наборчики. У меня, кстати, тоже он был примерно такой же, только, по-моему, был немного другой. Там была такая клетка, и там сидел пират. В общем, очень классные наборы. Мне они сильно нравились. Так, что тут у нас изображено? Ну, в общем, сам наш царь туземцев. У него есть такой шлем прикольный. Дальше посох в руке. Его трон с щитами и с двумя пиками. А также есть его сокровища. Сундучок и сокровища. Тут 4 монетки. Ну что ж, вот такая лицевая сторона. Дальше у нас тут показано, как он сидит на троне. Цена. Lego System. Тут ничего интересного. Всякие предупреждения. 5-10 лет. На разных языках написано. Ну и сзади тоже что-то изображено. Такая вот карта нарисована. И здесь уже показано лицо нашего человечка. А также две альтернативные сборки. Первое — это что-то непонятное, какое-то как оружейное. И второе — это тоже что-то непонятное. Ну, в общем, наборчик маленький, поэтому придумать тут сильно ничего нельзя. Ну что ж, давайте его открывать. Сделаем это вот так по-варварски. Или откроем потихонечку. Даже не знаю. Давайте, наверное, не будем ломать вот эту штуку. И откроем его аккуратненько. Видно, что коробка очень старая. Все сыпется, когда я открываю. Даже очень щадящим таким методом. Ну что ж, давайте попробуем как-нибудь его вскрыть. Ну, почти аккуратно получилось. Давайте открывать. И наш наборчик совершенно новый. 1994 года. То есть ему больше 20 лет. Ну что ж, давайте вытащим. Посмотрим, что тут есть. Такая пластинка Lego. В общем-то, Lego у нас не изменилось за 20 лет почти. Нифига. Так, еще довольно много макулатуры. И все, коробочка пустая. Вот такой пакетик дырявый с деталями. Мы его откроем и, конечно же, соберем. Ну что ж, почему-то у нас две такие вот листовочки. Это, скорее всего, какая-то брошюра. Давайте откроем, посмотрим. Очень даже интересно. Так, она довольно большая. Поэтому сделаем вот так. Вот такая шикарная листовочка в виде карты. Тут нарисованы все наборы из серии. Вот он наш главный герой сегодняшнего набора. Также его воины и пираты, которые хотят забрать вот это все сокровище. И поэтому они часто нападают вот на этих туземцев. Ну и вот, собственно, все наборчики. Вот такая у меня была. Это клетка с заключенным. Ну, в общем-то, больше у меня вроде бы ничего и не было из таких наборов. Давайте посмотрим, что нарисовано на обратной стороне. Да, тут тоже один раритет. Другие старые наборчики. Такого у меня не было, такого тоже. А вот эта серия мне очень даже нравился. У меня был вот такой робот, только он был, конечно же, китайский. Это очень классный робот, типа марсохода, что-то такое. Ну, в общем, больше наборов у меня таких не было по Марсу. Дальше давайте посмотрим. Вот такие наборчики тоже очень крутые. Это рыцари, там, помню, были различные скелеты. Ну, вот из этих представленных у меня тоже никакого не было. Но примерно такого типажа китайские точно были. Вот тут драконы даже есть.
Кстати, такого дракона я вообще ни разу не видел. Какой-то колдун летает на драконе. Очень классно. Дальше есть вот такая машинка. Это техник. Старый Лего техник. Тут техники не очень, кстати, много. Ну и еще вот такая вот штучка. Тоже с машины грузовая. В общем, как видите, очень и очень круто все выглядит. Давайте ее обратно запечатаем. Хорошая листовочка. Жалко, что сейчас таких не кладут в Лего наборы. Ну и, собственно, это, наверное, у нас сама инструкция. Давайте ее тоже откроем, посмотрим. Инструкция очень большая, я заметил. Прям все детали нарисованы огромные. Вот он наш наборчик. И вот так, собственно, он собирается. Может, кому интересно, у кого такой был, можете собрать по этой инструкции. Ну, что ж, давайте попробуем его собрать. Конечно, мне этого делать не хочется, потому что вот так в пакетике он очень классно выглядит. Пусть бы там и лежал. Но ради вас давайте соберем, посмотрим, как он будет выглядеть. Вот такой вот человечек с прикольным лицом. Кстати, я не помню, что в китайских наборах были именно такие лица. Там они, по-моему, были белее немного. Вот его шлем. Давайте оденем. Так он будет у нас выглядеть. Также есть штанишки. Как все туго одевается, кстати. Ох, вообще кошмар. В сегодняшних наборах такого, кстати, нет. Не настолько туго все одевается. Посмотрите, я еле отодрал. Ладно, поставим его, будет выглядеть так. Так, что тут у нас еще есть? Вот такая вот типа листва. Давайте оторвем. Это для нашего туземца-короля. Ну и можно ему посох дать в руку. Но пока это больше похоже на вантус, а не на посох. Так, а что у нас еще на посохе должна была быть? По-моему, вот такая вот штучка еще должна была быть. Ну ладно, давайте я соберу, посмотрю по инструкции. Точнее, вместе с вами соберем. Ну, вы, конечно же, соберете со мной в ускоренном виде. Ну что ж, давайте начинать. Ну что ж, друзья, наш набор собран. В принципе, рассказывать тут нечего. Вы сами все видели, как собирается. Это у нас и правда что-то типа трона получилось. Вот мини-фигурка нашего короля туземцев. Его можно вот так посадить. И он будет сидеть на нашем троне. Давайте вот эти вот штучки, денежки тоже вытащим. Довольно сложно, кстати, вытаскиваются. Такая вот штучка остается, литничек. И вот такие монетки у нас получились. Так, 10, 20, 30 и 40 монеток. Ну что ж, вот так можно эту всю штуку поднять и вытащить сундук. В сундук положим деньги. Ну что ж, давайте я расскажу, что я узнал, пока собирал, какие особенности старых наборов. То, что я сказал, что Лего почти не поменялось за эти года, я, конечно, погорячился, не собрав этот набор. Потому что набор, как бы, собирается он нормально, туго. То есть детали встают друг к другу довольно сложно. Ну вот, посмотрите. Как бы вот сложно встает,
и сложно вынимается. С одной стороны, это как бы хорошо, но с другой стороны, это создает кое-какие проблемы. Проблемы, например, со скрипучестью. Детали так сильно друг к другу встают, что они начинают все скрипеть. Вот, посмотрите, как это слышится очень сильно. Поэтому, мне кажется, качество у Лего все-таки повысилось с 1994 года. Но все-таки 20 лет прошло, как-никак. А так, все отлично, все красочно. Еще я заметил, что цвет оттенка, например, вот этот серый, он немного отличается от деталей, которые производят сегодня. Давайте я где-нибудь вытащу серую деталь, и мы с вами их сравним. Ну что ж, вот я нашел пластинку 2х6, относительно новая, примерно 17-18 года. Давайте сравним по цвету. Как видите, цвет отличается, даже невооруженным глазом тут это заметно. Новые пластины, они достаточно светлые, ну а здесь они темные. А так, в принципе, больше никаких косяков или проблем не было. Не знаю, как вам, а мне очень нравится обозревать вот такие старые наборы. Жалко то, что стоят они очень дорого. Наверное, вам интересно, за сколько мне обошелся вот этот набор. Давайте я вам скажу. Он стоит 2000 без учета доставки. Как вы понимаете, это очень и очень много, потому что здесь деталек всего 50, ну а стоимость его как за средний набор, который можно купить сегодня. Ну и вот такие всякие ништячки тоже очень порадовали в виде вот таких карт, деталек, которые сегодня, как вы понимаете, уже не кладут. Это очень и очень круто. Ну, как бы на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки и всем пока.